Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам сделать оригинальный декор для кухни в виде панно из чеснока, перца и лука. В целом такое оформление смотрится очень натуралистично и добавит уюта и тепла кухне, выполненной в классическом или рустикальном стиле. А еще это неплохая идея для детских осенних поделок в садик или школу. Ну что ж, приступим! Для начала займемся перцем. Из фольги формируем перчики разного размера и формы. Заготовки делаем чуть меньше желаемого итогового размера. У меня получилось 27 перчиков. Я буду оклеивать заготовки глиной для лепки, но ее можно заменить массой папье-маше, ссылка на рецепт в подсказке. Также нам понадобится вода, проволока для крепления и стеки. Глину как следует разминаем и оклеиваем заготовки тонким слоем. Все швы замазываем смоченными в воде пальцами. Из небольшого шарика формируем плодоножку. Стеками можно добавить рельефа и текстуры. Проволоку сгибаем в крючок и вставляем в перец. Это будет крепление для подвешивания и сборки. У меня глина при высыхании всегда трескается. Возможно, потому что я ее сушу не под влажным полотенцем, а просто на столе. Кстати, с папье-маше таких проблем не бывает. И если у вас так же, как у меня, перчики в процессе сушки потрескались, возьмите небольшой кусочек глины, из которой вы лепили, и залейте его небольшим количеством воды. Оставьте эту смесь на часов 8-10 и как следует перемешайте до однородного состояния. У вас получится густая сметанообразная паста. Теперь берем кисточку и замазываем все трещинки. После полной просушки перчики будут гладкие и без единой трещины. Так можно делать не только с глиной, но и с любой массой для лепки, затвердевающей на воздухе.
Перед раскраской я рекомендую покрыть перчики акриловым грунтом или белой акриловой краской. Так цвет будет ярче и насыщенней, а расход краски уменьшится. Если грунт или акриловая краска слишком густые, разведите их водой, чтобы не было некрасивых бугорков и потеков. Чтобы перец получился более натуральным, раскрашивайте его не одним цветом, а смешивайте 2-3 краски. К красному цвету можно добавить оранжевый и бордовый, к зеленому – салатовый и желтый. Делайте плавные переходы от одного цвета к другому и не бойтесь экспериментировать. Также не лишним будет посмотреть на настоящий перец или поискать его изображение в интернете. Так вы добьетесь максимальной правдоподобности. В завершении работы я покрыла перец глянцевым акриловым лаком. Чеснок из синтепона. Для работы нам понадобятся ножницы, белые нитки, прозрачные целлофановые пакеты, синтепон и синтепух или холофайбер. Синтепон и синтепух можно заменить на обычную вату. Чеснок получится ничуть не хуже, но потяжелее. Разрезаем пакеты пополам и еще раз пополам. Разрезы лучше делать по швам, иначе у вас получится по центру чеснока некрасивая полоска. Разрезаем синтепон на квадраты разного размера и в каждый квадратик заворачиваем комочек синтепуха или холофайбера, формируя шарик. Повторюсь, что шарики можно делать и из обычной ваты. Свой первый чеснок я делала именно из нее, и в конце видео будет фотография той самой косички. Теперь заворачиваем шарик в целлофан. Следите при этом, чтобы весь шарик был в целлофане и чтобы не было некрасивых складочек. Закручиваем хвостик белой ниткой и начинаем формировать зубчики. Сначала перетягиваем шарик пополам, потом еще раз пополам, чтобы получилось 4 четвертинки. Теперь перетягиваем наискосок, чтобы каждую четвертинку разделить на 2 части. Завязываем нить, и в итоге у нас получился чеснок с 8 зубчиками. Как вы заметили, я затягиваю каждую складку по 2 раза для перестраховки, но в общем-то этого можно и не делать. Старайтесь делать чеснок разного размера, так он будет выглядеть более натурально. Чеснока нужно сделать много, у меня получилось 51 штука.
Теперь нужно сделать корешки. Для этого мелко-мелко нарезаем шпагат или любую пряжу подходящего коричневого цвета. Промазываем нижнюю часть чеснока клеем Момент Кристалл или любым другим прозрачным клеем и обмакиваем в нарезанную пряжу. Прижимаем и убираем все лишнее. Чеснок готов. Во второй части этого видео я покажу, как можно сделать очень правдоподобный лук для декора и сборку всех заготовок в красивое панно для кухни. На самом деле уже из двух получившихся элементов перца и чеснока можно собрать оригинальную яркую косичку для кухни. Но на мой взгляд лук придает ей еще больше натуральности и колоритности. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, и уже в ближайшие дни вы получите уведомления о новом видео. Правда, если не забудете нажать на колокольчик. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!